Всем привет! На российском рынке подержанных автомобилей появилось несколько тысяч потенциально рискованных транспортных средств, покупка которых может привести к серьезным финансовым потерям. 27 октября 2023 года Федеральная таможенная служба уведомила граждан, что уже через 2 дня изменятся правила на российском автомобильном рынке. Важно отметить, что с момента принятия решения до его вступления в силу прошло всего 10 дней. Это какой-то рекорд. Суть поправок в законодательстве проста – ограничить деятельность всех компаний, занимающихся импортом автомобилей в Россию. Это касается как параллельного импорта новых автомобилей, так и ввоза подержанных транспортных средств. Теперь гражданам разрешается привезти в год только один автомобиль на себя, и никак больше. Растамаживать разрешается только лично и самостоятельно, иначе грозит значительный утилизационный сбор. Времени на адаптацию к новым правилам практически не осталось, поэтому уже появляются пострадавшие. Не скажешь, что их очень много, но их количество ближется к десятку тысяч. Вот некоторые из них. Мы с мужем оказались в ситуации, когда вместо 5200 рублей нам предстоит заплатить 528 тысяч рублей. Есть граждане, у которых сумма еще больше, например 1 300 000, что даже превышает стоимость автомобиля. Нашему автомобилю уже более 3 лет, с двигателем до 2 литров. В нашем случае это около 30% от стоимости автомобиля. Мы приобрели его не новым, заказав через страны ЕАЭС, как делали многие через знакомых. Все шло гладко до 29 октября, оплата была проведена, и мы уже не могли отменить сделку. Автомобиль доставлялся из Южной Кореи, рассказывает пострадавшая Ольга Ипатова. И подобных историй немало. В общей сложности государство могло бы смягчить положение своих граждан, которые не успели соблюсти новые сроки. Тем более, что в общей сумме это копейки для бюджета. Однако почему-то это не происходит. Люди уже пытаются избавиться от автомобилей, за которые не уплачены все необходимые сборы. И как легко предположить, это может привести к новым скандалам. Сейчас цены на новые авто просто космические. Думаю, лучше обслуживать свой текущий автомобиль и кататься дальше. К примеру, на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО в вашем городе, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов. Если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то заходите на автоспот.ру. Для вас сервис абсолютно бесплатный, ссылка будет в описании. А еще на Автоспот вы можете найти скидки на новые автомобили до 200 000 при покупке за наличные. В 2021 году на российском рынке было продано почти 1,7 миллиона новых автомобилей, а также в страну было ввезено около 250 000 подержанных легковых автомобилей и внедорожников, преимущественно новых. Таким образом, общее число составляет около 2 миллионов единиц. Эти темпы обновления автопарка позволили держать средний возраст на относительно приемлемом уровне. По крайней мере, он не увеличивался, оставаясь на уровне 14 лет. Однако за последние 2 года произошли значительные изменения. Уже в середине прошлого года средний возраст превысил 15 лет, а затем информация почему-то перестала публиковаться. В чем причина этого? Вариантов для обновления автопарка практически не осталось. АвтоВАЗ находится на грани выживания, несмотря на масштабные планы и зверские аппетиты. Наш производственный план на текущий год составляет около 400 000 автомобилей. Каждый из них собирается из более чем 4500 компонентов. В следующем году мы планируем увеличить объем производства на более чем четверть, превысив отметку в 500 000 автомобилей, чтобы справиться с вызовами внешней среды, сообщил в декабре 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов. На 400 000 не хватило сил, произвели всего 350 000 машин. Из них 30-50 000 все еще ожидают импортных комплектующих. Без них это не автомобили, а скорее недвижимость, причем далеко не премиум класса. Импортозамещения так и не случилось. Автокомпоненты в России никто не спешит производить, говорят, дешевле привезти из Китая. Поэтому планы на 500 000 легковушек звучат как научная фантастика. Если повторится результат прошлого года, это уже будет успех. Но и на это нет никаких гарантий.
Проблемы с поставками комплектующих из дружественных стран, начавшиеся год назад, до сих пор не решены. Более того, они только усугубляются, а путей к решению проблемы не видно. В марте 1929 года на строительную площадку будущей магнитки начали прибывать первые рабочие, а уже 31 января 1932 года первая доменная печь Магнитогорского металлургического завода дала первый чугун. В пустынной местности, где ранее жили крестьяне, большая часть из которых научилась читать и писать на стройке, был возвышен огромный завод, который внес неприходящий вклад в победу. Гора Магнитная – могила Гитлера. Говорят в городе, потому что именно ее сталь и чугун уничтожили захватчиков. С момента начала СВО прошло более 2 лет, и можно было бы построить множество заводов, не обязательно гигантских, как Магнитка. Страна производит много металла. Нужны были бы малые производства. Их можно было бы организовать в огромном количестве. Деньги есть, но не хватает желания. Итак, завод в Тольятти может удовлетворить лишь 15% спроса на автомобили, и то при самом лучшем раскладе. Ввоз подержанных иномарок практически исключен, а параллельный импорт новых машин также невозможен. Автомобили из Китая стоят непомерно дорого, и почему-то доступные модели не поставляются к нам, хотя у китайцев они есть и они готовы к продаже. Однако на территории России их нет, спасибо пошлинам и налогам. По идее, развитие производства автокомпонентов и защита интересов России перед иностранными производителями, включая китайские автоконцерны, должны быть прямыми обязанностями Минпромторга. Однако это ведомство занимается совершенно другими вещами. Например, оно подготовило запрет на импорт запчастей для иномарок ушедших автопроизводителей. Это может привести к полному краху автотранспорта в стране, как личного, так и корпоративного, а также государственного. Местные автокомпонентные предприятия составляют не более 5% оборота после продажного обслуживания автомобилей, что означает, что при таком подходе более 90% товаров просто подорожают для всего рынка, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. Мало того, что нам перекрывают возможности купить пусть и подержанную, но живую машину, утилизационный сбор тоже дело рук Минпромторга. Да еще и наши старенькие авто хотят поставить на прикол. Свистопляска с утилизационным сбором, с нерастаможенными машинами, запретом импорта запчастей и прочими инновациями от наших доблестных чиновников сильно нервирует российских автомобилистов. Есть ощущение, что именно этого российское чиновничество и добивается. А как считаете вы, что мы можем сделать в такой ситуации? Пишите в комментариях.